Всем привет, садоводы и огородники моего канала, и сегодня наша речь пойдет о конском перегное или конском навозе. Конечно, это видео больше для начинающих, но постараюсь полностью раскрыть эту тему и удивить даже опытных садоводов. И еще, как видите, у меня конский перегной, купленный в магазине. Если вы собрали сами, лично, то это видео тоже для вас, так как делать настой из него в точно таких же пропорциях, как и купленный. Итак, конский перегной – это эффективно быстродействующее пролонгированное органическое удобрение с высоким содержанием основных питательных элементов. Получается в результате биоферментации конского навоза. Обеспечивает формирование благоприятных физико-механических свойств почв и оптимальное органоминеральное питание растений. Питательные элементы содержатся в доступном для растений виде и постепенно усваиваются в течение длительного периода времени. Предназначено для внесения в качестве основного удобрения в почву и подкормок всех видов овощных, цветочных, плодовых, ягодных культур в открытом и защищенном грунте в течение всего вегетационного периода. Конский перегной – это настоящее органическое удобрение, которое активирует гумусообразование, ускоряет созревание плодов, увеличивает урожайность на 60-70% и обеспечивает высокое качество продукции, оптимизирует кислотность почв, повышает сопротивляемость растений к заболеваниям, не содержит патогенной микрофлоры и семян сорняков. В состав конского навоза у нас входят такие полезные микроэлементы, как азот, который позволяет нашим растениям быстрее расти, набираться сил. Фосфор, что требуется тоже нашим растениям для того, чтобы они укреплялись и меньше болели. И также калия для наших растений тоже необходим. Особенно для формирования плодов. Как же вносить это удобрение? Это удобрение можно вносить двумя способами. Удобрение равномерно распределить вокруг растений, аккуратно заделать и полить. Капуста, огурец, томат, перец, баклажаны 150-200 грамм на 1 квадратный метр. Лук, чеснок 100-150 грамм на 1 квадратный метр. Картофель, морковь, свекла и другие 150-200 грамм на квадратный метр. Клубника, земляника 200-300 грамм на квадратный метр. Плодово-ягодные деревья и кустарники 200-300 грамм на 1 куст. 300-400 грамм на дерево. Газонные травы 150-200 грамм на 1 квадратный метр. Цветочные культуры 200-300 грамм на квадратный метр. Комнатные растения 3-4 грамма на 1 литр грунта. Я вам сегодня покажу второй вариант, более экономичный. Берем любую тару, которая у вас есть, высыпаем сюда 2 килограмма конского перегноя. И теперь заливаем все это водой. Естественно, все хорошенько тщательно перемешиваем. И нам необходимо этот настой настоять. Настаивать настой из конского навоза можно в течение 4 часов до 2 суток. Я рекомендую выдерживать 2-3 суток для того, чтобы конский перегной хорошенько растворился. Мы его будем периодически мешать. И чтобы он лучше настоялся. Я только что сделал концентрат из конского навоза, то есть 2 килограмма конского навоза я залил 10 литрами воды. Как же его потом использовать? 500 миллилитров конского концентрата мы разводим на 9,5 литров воды, то есть получаем 10 литров уже раствора конского, и им уже начинаем поливать наши растения. Овощные, ягодные, цветочные культуры пол-литра, то есть 500 мл суспензии под каждое растение. Плодовые и декоративные деревья 1-2 литра суспензии под каждое растение. Комнатные растения 100 мл суспензии на 1 литр объема горшка. Если вам позволяет емкость, к примеру, бочка 200-литровая, то тогда 2 килограмма конского навоза мы заливаем 200 литров воды. И в итоге у нас через 2-3 суток сразу готовая суспензия, которую можно сразу идти и поливать теми расходами, которые я вам только что сказал. Надеюсь, видео кому-то будет полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.